Всем привет! Сегодня хотим сходить к водопаду Весенний по ущелью Терес-Бутак-Казачка с ночевкой. От шлагбаума в ущелье Казачка двинулись вверх, шли по маршруту вдоль северного склона хребта Терес-Бутак, так же как и 3 недели назад. Но в отличие от прошлого раза мы посетили водопад Весенний и переночевали недалеко от него. На следующий день поднялись на перевал рядом с 3 братьями. Затем спустились на Кокжайляу. И с Кокжайляу начали спуск в Малоалматинское ущелье в сторону Просвещенца. Вышли к Просвещенцу и закончили поход на остановке Акбулак. Погода сегодня не очень. Дождик начался уже. Но прогноз это и предвещал. Это речка Казачка. Сейчас мы ее здесь перейдем вброд. Моросит дождик. Входим слева, жандарм небольшой на гребне. С рюкзаками-то потяжелее. С тяжелыми. По сравнению с тем, что мы шли тут с легкими однодневными. О, все. Дождик идет, но мы пока не стали одевать плащи, так как мы в лесу. Вот все выполаживание. Мы в лесу и здесь, но рюкзаки накрыли накидками. Ввиду пика юный геолог, первый привал. Прошли уже около 5 километров. Идем уже 3 часа. Погода пасмурная, иногда бывает дождик. Сейчас немного здесь перекусим по банану и пойдем дальше. Сейчас сходим с основной тропы и поднимаемся на ту седловину. Поднялись на первую седловину. Если 3 недели назад мы за 3,5 часа поднялись с легкими рюкзаками, а сегодня за 4 часа 15 минут. Расстояние около 6 километров. Идет дождик. Мы в плащах. Сейчас пойдем направо. Идет хороший дождик. Надо пройти около 400 метров до следующей седловины. Здесь почти нету набора высоты. И потом вдоль этого холмика идем налево. И затем будет спуск к ручью. Там у нас будет водопой. Дождь так и идет, конечно, но он уже облажной. Юный геолог какой сегодня суровый. Выходим на вторую седловинку. И сейчас повернем налево, огибая этот холм. И пойдем в сторону ручья. Наша первая седловина. Мы поднялись еще на один гребень, который отходит от хребта Терес-Бутак. Здесь, по идее, можно подняться на ту гору, а потом дальше траверсом на юге. Я так не ходил.
Наверное, можно. Сейчас у нас начинается спуск к ручью. И затем мы там пополним запасы воды и пойдем уже по такой более пологой, более натоптанной тропе в сторону тропы, которая ведет на перевал 2700 в сторону Трех Братьев. Дождь также идет. Спустились с того гребешка вниз, на ручье пополнились водичкой. Внизу казачка, хребет Кумбель. И выходим уже на нормальную тропу среди альпийских лугов. Дождик не прекратился, но стал намного слабее. Это нас радует. Вот осыпи русла казачки, Кумбельтау, Три брата. Через где-то 6 часов прошли 8 километров, вышли к тропе, идущей от Трех Братьев вверх по ущелью Казачка. Сейчас перейдем на правый берег Казачки и начнем спуск к месту нашей ночевки. Потом, если погода позволит, сходим к водопаду. И геолог. И впервые показался весенний водопад. Вот здесь на него не будем спускаться, чуть ниже еще. Спустимся к месту стоянки. И потом, если погода позволит, сходим. То пока что-то совсем мокро. Капает, льет целый день. Прошли 9 километров и в районе водопада стали на ночевку. Здесь неплохое местечко у нас есть. Я сюда уже, по-моему, с конца 90-х. Есть кострище, казан. Правда, он был перевернут и наполненный водой. Ну, может, это и животные перевернулись сюда, елики, видно, приходят. Вот такое местечко. Это наша палатка, старый добрый Баск. И сюда мы будем ходить за водой. Ну, уже вернее сходили один разок. Попили чай, кофе, чуть-чуть перекусили. Обедали в пути там, под елкой, на границе леса, под сильным дождем. Идем к водопаду вдоль русла речки Казачки. Здесь приходится по камням идти, но недалеко от места нашей стоянки. Совсем недалеко, но и радует, что наконец-то солнце выглянуло. Хоть немного подсохнем. А вон он уже и водопад показался. Весенний. Водопад весенний. Ну, видимо, название связано с тем, что самый большой расход воды весной. Сейчас уже не так, конечно.
Поели вкусняцкое пюре с мясом. Теперь чай. Кипятим на печке щепочницы. Хорошая вещь. Дополнение. Экономия газа. Как топливо подходит все, что есть под рукой. И еловые веточки, и шишки, и кизяк. И неплохо горят эти, кстати, котики этих еликов. Здесь их полно, они сюда, видимо, приходят частенько. Прям брикеты, можно сказать, топливные. Главное, поддувало, чтоб чистое было. Все, солнышко село. На западе виден кусочек города. Небо даже прояснилось. Это нам награда за наши страдания. Целый день шли под дождем, еще таким холодным. Покидаем гостеприимное место. Очень удобное. На правом берегу Казачки. Навели порядочек здесь. Вот место для палатки. Еще одно. При желании можно там и на поляне ставить. Уходим. Сейчас будет крутой подъем вверх. Последний взгляд на водопад. Вчера мы могли, конечно, сократить путь примерно километра 2. Вчера были мы вон там, потом делали петлю. А можно было бы там спускаться вниз. Но так как шел дождь, были с тяжелыми рюкзаками, не пошли там. Виден перевал. 3 брата. Хребет Кумбель. Или как еще говорят, Кумбельтау. Пик Кумбель. Вышли на основную тропу. Где-то за 700 метров от стоянки брали 200 метров высоты. Очень крутой там подъем местами. А это основная тропа. Тяжелая часть пути закончилась. Идем на перевал. Хребет Терес-Бутак в облаках. Юный геолог в облаках. И тропа, идущая вверх по ущелью Казачки. Можно подняться на перевал Трапеция, перевал Терешковый отсюда. Облака набегают снизу. Хоть и в дымке, но виден наш вчерашний путь. Вдали гора Смотровая, поляны под ней. Там, оттуда мы шли. Затем видна первая седловина, вторая, можно сказать, третья. И дальнейший путь. Юный геолог. И дальнейший путь. Видно, как здесь все изрезано. Какая сильно пересеченная местность.
Наверное, километр 200, километр 300 как минимум набрали. Еще и дождь сильный, холодный. Немножко усложнил. Прошли 2 километра, поднялись на перевал. Погода уже портится. Возможно, скоро будут осадки. По прогнозу они сегодня есть. Поэтому мы здесь не задерживаемся, а идем вниз. Отсюда недалеко 3 брата. Метров 500-600, наверное. Урочище Кокжайляу. Спускаемся туда, с перевала. Еще нам километров 7 пути до Просвещенца Акбулака. Облака набегают с севера. В сторону Кумбеля. Четыре с половиной километра Кокжайляу. Еще примерно столько же идти по тропе к Просвещенцу Акбулаку. Спускаемся к Просвещенцу, и опять пошел дождь. Начался.